меня были предрассудки по поводу России, и я не был уверен, как здесь будет. Жаргон я стараюсь выучить, бабки, что там еще есть, фуфло, фигня. Здесь конкуренция создает стресс, но в то же время провоцирует какое-то развитие. Вообще я часто шучу по-английски, и это получается очень не смешно. Первая школа, в которую я пошел, называлась St. Peter's Eaton Square. И в этой школе я как раз первый раз показал свое творчество. Я сыграл на скрипке для всего класса уже в 6 лет. И после чего начались сложный выбор средних школ, потому что в Англии, к сожалению, государственные школы очень опасны, а специальных музыкальных школ практически не было. И после очень-очень многих испытаний я попал в школу имени Пёрселла. Это была типичная частная английская школа со всеми плюсами, но и минусами. В ней надо было жить. То есть я уже в 11 лет уехал от своих родителей и жил самостоятельно и возвращался домой только на выходные. В этой школе было достаточно много буллинга, то есть буллинга, когда старшие дети бывали, что-то делали. Очень часто учителя могли издеваться над тобой. У нас был конкретный учитель по истории, который очень сильно не любил русских, мне кажется, Россию, в принципе. И когда он узнал о том, что мои родители как бы из СССР, русскоязычные, этот учитель начинал каждый урок что-то такое говорить, немножко издеваться, рассказывать всякие небылицы, там, про Сталина, про Петра Великого. Он как-то сказал раз, что Петр Великий вырывал бороды у бояр с кровью. И он это говорит 12-летним детям. Зачем? Непонятно. И сделать было ничего нельзя, потому что это старший. Там, в принципе, об этом говорят всегда, что основными победителями в Второй мировой войне были, конечно, США и Великобритания. Первый раз мне об этом сказали уже в 6 классе. К нам пришли люди, которые нам читали специальный курс, лекцию про то, как Сталин захватывал мир. Это была целая презентация. И мы это все слушали. Конечно, мы дети, мы в это все поверили, естественно. Россия – это достаточно наши враги. В 2017 году я взял российское гражданство по отцу в упрощенной схеме и попал в образовательный центр «Сириус». Абсолютно случайно. В «Сириусе» меня приняли очень хорошо. Действительно, когда я туда только ехал, многие у меня были предрассудки по поводу России, и я не был уверен, как здесь будет. Так что даже был какой-то страх, приезжая сюда. И, конечно, попасть сразу же в «Сириус» – это очень было круто. Там действительно нереальный уровень и курсов, и обслуживания для детей просто. Плюс это все бесплатно. Поэтому я был очень положительно шокирован. Уровень музыкальных теоретических предметов, да и, в принципе, практических музыкальных уровня инструментов в Европе достаточно скромный по сравнению с российской, особенно московской школой. Я с детства много слышал русского. Когда я приехал сюда уже в 2018 году учиться, у меня был еще акцент, но потихоньку уже прошло почти 5 лет, и я практически избавился от акцента. Само собой, видимо, тоже благодаря музыкальному слуху, я слышу, как люди разговаривают, и я пытаюсь их тоже как-то копировать. Были трудности в грамматике, они до сих пор есть. Я не совсем понимаю, где ставить запятые. Также бывает, что я на русском языке строю фразу, как по-английскому. Например, меня спросили,
опять же, про мой уровень русского языка, и я сказал, мой русский не очень хороший. И сразу же мне мой собеседник тогда сказал, что типа вот, блин, сразу же слышно, что ты не русский, ну, не полностью русский, да. Вот здесь я учусь, это мой вуз, это наш главный корпус, называется «Малый зал». Сейчас я учусь в Московской консерватории имени Чайковского. Это одно из лучших заведений музыкальных в мире. Это заведение, где сам Чайковский находился огромную часть своей жизни. И очень много других великих композиторов, даже не только российских, а также и иностранных. Это настоящий храм искусства. Я уже активно выступаю, концертирую по Москве, иногда по Петербургу, стараюсь как-то развить свою деятельность как исполнитель, именно сольной скрипичной музыки вместе с пианистами. Я провожу концерты, где одно из главных вещей – это что я рассказываю про программу, которую я играю, и знакомлю зрителя с композитором, который написал это. И таким образом я делаю классическую музыку более доступной. На сцене я по-другому раскрываюсь, чем в обычном общении. Здесь очень много праздников, и те же майские праздники – это чисто российская реальность, которую я тоже с удовольствием принял, потому что в мае очень хорошая погода, и это прекрасно, что можно отдохнуть и поехать на природу, например. К сожалению, времени на личную жизнь у меня почти нет. Я очень много работаю в плане искусства, и ежедневные занятия на скрипке тоже занимают очень много времени. Русские девушки, они очень добрые, очень отзывчивые, бывает, что очень требовательные тоже. И здесь немножко меньше чувствуется вот это влияние феминизма, такого не нормального феминизма, а экстремального феминизма. И это радует. Я думаю, что я действительно захочу семью, но лет ближе где-то к 30 годам. Поэтому, наверное, конечно, все-таки русскую жену я бы себе выбрал. Безусловно, мое воспитание и то, что я вырос в Англии, это оставит свои следы всю мою жизнь. У меня есть немножко более сдержанность в отношениях. Я не сразу же раскрываюсь в общении. Есть много особенностей. Я пью чай с молоком. Я делаю английский завтрак, еда рабочих людей. Of the common class, как в Англии говорят. Прежде всего у нас бекон и scrambled eggs. Потом мы еще добавляем туда грибы и помидоры. Это очень калорийно, и поэтому каждый день я это есть не могу. Из русских блюд я обожаю борщ. Я очень люблю пироги, растягаи. Мне не нравится окрошка ни на квасе, ни на кефире. Я не люблю холодец, к сожалению. Российский стол, конечно, хлебосольнее. Разнообразие блюд очень большое, особенно на ужин или обед. Британская кухня, она проще, она функциональнее в чем-то. Прием пищи в Англии – это достаточно быстрый процесс, очень часто. Можно иногда даже есть на ходу или в транспорте, так как в России этого абсолютно не принимается. Я никогда здесь не ем в транспорте, это считается дурными манерами. Российское чаепитие, особенно московское, также отличается очень интересными ингредиентами. Блины, икра. Это то, с чем я столкнулся здесь, живя в Москве. Я вообще часто смешиваю эти традиции вместе. Я просто, например, кладу на стол все, и из русской кухни, и из английской. Таким образом, есть и разнообразие, и смешивание культур. Done. Но, конечно, в душе у меня русская душа, и иначе я бы сюда не приехал. Прежде всего, это, наверное, тяга к какой-то свободе. То, что можно пойти в лес и просто, там посидеть, помедитировать, да. В Англии часто это невозможно. И в какой-то момент хочется же просто какой-то, дикости, и хочется просто лес. Не лес-парк, а просто лес.
где нет тропинки, где нет людей, чтобы просто отдохнуть. В Англии это сложно, а вот в России, да, пожалуйста, хоть в Красногорск, там уже есть леса абсолютно дикие. Как я люблю подмосковные леса. У них такая мощь, такая энергия. В Москве мне очень нравится наличие Wi-Fi почти везде. То есть такие вещи, которые здесь уже стандартные, во многих городах в Европе, к сожалению, еще их просто нет. То есть даже связь в метро. Часто бывает в Англии, что в Лондоне, когда спускаешься в метро, у тебя пропадает связь в принципе. Здесь очень много качественной еды, качественных ресторанов, кафе доступных. Парки очень хорошие есть в Москве. Зарядье особенно мне очень нравится. Ну и, конечно, безопасность ощущается, безопасность на улицах, светло. В Европе в многих городах ночью лучше не возвращаться. Я когда-то шел на остановку автобуса, и мне было лет 15, и ко мне подошли люди, говорят, а у меня как раз в тот момент ничего с собой не было, реально, кроме телефона. Вот. И начали говорить, что сейчас мы тебя пырнем ножом, или ты должен отдать все вещи. Ну, и, в общем, я был еще с другом, и мы просто убежали, потому что не было другого варианта. После чего я пожаловался в полицию, и полиция сказала, что, к сожалению, с этим ничего не сделать. Это нормальная ситуация. В России я был в Санкт-Петербурге много раз, в городе Владимир, где есть замечательный центр классической музыки, в Оренбурге и в Тюмени, и в Сочи. Я увидел объявление про Всероссийский фестиваль молодежи. Мне показалось, что это очень интересное событие. 20 тысяч молодых людей собрались со всего мира, со всех регионов России, провести 6 дней в Сириусе, в Сочи. Британская делегация составила около 8 человек, хотя подали, по-моему, около 150. Я был очень рад пройти этот конкурс и поехать на фестиваль. Я не давал этому фестивалю никакой политической окраски. Я поехал как музыкант, я поехал показать свое творчество, поделиться им с другими странами и с другими регионами России, где еще я мог бы это сделать, кроме как такой фестиваль, который достаточно уникальный вообще для мира, я считаю. И на этом фестивале я познакомился очень много с разными странами, в том числе Бразилия, Эквадор, Панама, Англия, Нидерланды, Португалия, множественные регионы России. Подружился с многими ребятами. Но самое главное, что ничего не навязывалось абсолютно. Мы были свободны делать, что хотим, мы могли просто общаться с другими людьми и вообще только этим заниматься. Производить нетворкинг, так сказать. После того, как закончился фестиваль, вышла статья английского журнала, высказалась очень неприятно про каждого делегата из Англии, в том числе меня. Я на этом фестивале вообще только занимался музыкой и продвижением искусства, чтобы многие народы узнали о том, что такое. Например, мои друзья из Сирии раньше никогда не слышали классическую музыку и вообще скрипку. И я для них сыграл отдельный концерт. Также я сыграл для делегации Ирана, тоже для их большого удивления. И я принес какую-то радость, какое-то культурное просвещение для многих ребят. Я могу сказать, что именно после фестиваля молодежи я очень много с кем подружился. Я, конечно, знаю их недолго, но эти люди действительно отличаются для меня особенной какой-то душевностью. Именно русские делегаты с разных регионов. Я очень много у кого был в гостях уже в России, и люди с удовольствием приглашают. Я много очень кого звал в гости уже к себе здесь, в Москве. И я считаю, что традиция хорошая, я бы ее просто перенял для себя. Здесь многие люди не боятся говорить, что они хотят, например, или что они думают. Конечно, в моем воспитании, там, где я вырос, это было не очень принято.
свои эмоции было принято больше не раскрывать. Я еще пока это не перенял полностью, но хотел бы. Иногда юмор тяжелый бывает, и я не всегда его понимаю, потом мне должны объяснять. Вообще я часто шучу по-английски, и это получается очень не смешно. Английский юмор в России людям вообще не заходит. Они считают, что он достаточно тупой. Он и есть тупой, но просто в этом и есть юмор. Я бы хотел поездить по всей России. Конечно, я хотел бы и выступить по всей России как скрипач. Это для меня очень интересно. Но прежде всего мне интересен Дальний Восток. Это Владивосток, Хабаровск, Камчатка. Такие места, где можно насладиться дикой природой. Я хочу развить свою карьеру как скрипач, как музыкант, как в том числе межкультурный деятель коммуникации. Я считаю, что мое знание языков и культуры разных стран просто обязывает, насколько это возможно, принести мир в наши народы путем музыки. Это отношение негативное к русским, оно продвигается специальной такой программой. Очень многие обычные люди не поддерживают такое отношение, и на них, я считаю, и нужно сделать акцент, и для них играть, для них работать, чтобы они видели другое, чтобы они не чувствовали страха или ненависти в сторону России. Россия, я люблю тебя.